привет. Кто меня знает, кто не знает. Сейчас будем знакомиться и говорить про машинное обучение. Вот. Я Андрей. Занимаюсь Data Science еще с института. Моя специальность — системный анализ, системы методы принятия решений. Сейчас я последние полгода фокусируюсь больше на темах, как раз связанных с нейронными сетями, с глубоким обучением, с Computer Vision. До этого также активно занимался искусственным интеллектом в прогнозировании, в маркетинге, в риск-менеджменте для банков и также какие-то проекты по Business Intelligence. Также являюсь Microsoft Certified профессионалом в разных направлениях также. Вот. Но сегодня мы с вами поговорим про Computer Vision, в частности, и про то, как к нему подходили раньше вот с классической такой программерской точки зрения, и как к нему подходить с точки зрения проблем машинного обучения, соединить это все вместе и получить нечто классное, и даже попробуем с вами сегодня создать условно свою систему искусственного интеллекта, ну хотя бы на словах. Начнем с того, что, с классического примера, с примера распознавания рукописного текста. Кто-то сталкивался с этой задачей уже, может, решал сам, может, что-то про нее знает. Давайте чуть-чуть поактивнее. Да. Задачка очень простая, с нее обычно все, кто начинает изучать Computer Vision, начинают именно с нее изучать. То есть есть большой датасет, цифр от 0 до 9 написанных от руки, и надо, собственно, чтобы компьютер сказал, это какая-то цифра. Вот. Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться, когда мы работаем с системой машинного обучения искусственного интеллекта, того, что мы вот как будто обучаем ребенка. То есть когда мы там показываем, вот это там цифра 1, вот это там цифра 2, вот это там опять цифра 1, потом он учится их там условно писать. Так вот, смысл в том, чтобы вот идеальная цель такого обучения в том, что когда ребенок идет по улице, видит там на какой-то вывеске в магазине цифру 1, которую он никогда в жизни не видел, говорит там: мама, смотри, это цифра 1. То есть он запомнил какое-то одно написание цифры 1 там из учебника и помнит только его, а все остальные он не понимает, что это такое. То есть вот это наша как бы идеальная цель. Вот. И попробуем мы с вами это обсудить не только на этом примере. Примеров таких задачек много, там распознавание различных объектов или, например, кошки против собак. Но давайте с вами попробуем спроектировать что-то типа своей системы искусственного интеллекта, которая будет отличать котиков от собачек. Как бы вы это делали? Какие у вас есть идеи? Вы можете же отличить котика от собачки? Давайте, предлагайте свои версии. Усы, хорошо, еще. Форма лица, да. Уши другие. Собаки обычно больше. Еще вариант. Не стесняйтесь. Чем больше вы признаков сгенерируете, тем точнее это будет работать. А у нас только картинка. Нос по-другому, форма носа. Хорошо, да, то есть то, что мы сейчас пытаемся сделать, это, по сути, вот выделить какие-то условно, я тут пару признаков нарисовал, да, другая форма ушей, но вообще можно их придумать очень много. И да, так делали и в 90-е годы. Вот именно так решали эту задачу. И как вам кажется, есть ли у такого подхода какие-то, условно, а что тут дальше? Да, и по этим признакам, собственно, составляли какую-то, либо просто, условно, программировали это хардкодом, то есть если там уши такие-то, форма лица такая-то, там длина там усов там 5 сантиметров и так далее и тому подобное, то это там кошка. Если нет, то это там собака. Или обучали какую-то там более сложную там модель, которая по этим признакам что-то делала. Вот. И, собственно, видите ли вы в этом подходе какую-то проблему? Или все это... То есть так делали в 90-е, да, это, в принципе, на тот момент считалось, что так и надо делать, но потом поняли, что так, собственно, не всегда работает. Какие у вас есть предположения, почему это может не работать? Или это будет идеально работать? Да, новые виды пород, которых не было, условно, при обучении. Хорошо. Да. Это то же самое, да. Или все идеально, то есть такая вот система, сказали там, форма лица такая-то, уши такие-то, и все.
Ну, допустим, у нас такая именно проблема. Ну, то есть тут, во-первых, тот момент, который я рассказывал в самом начале, да, то есть про вот того ребенка, который учил цифры, то есть в данном случае, если он не будет увидеть что-то новое, то такой алгоритм не узнает. Во-вторых, это очень не похоже на то, как на самом деле человек принимает эти решения. То есть если мы заходим в комнату, видим кота или собаку, у нас нету там чек-листа. Ага, так, усы такие, уши такие, мордочка такая. Все, значит, кошка. То есть, мы так не рассуждаем, мы делаем как-то по-другому. Более того, известен ряд очень большого количества примеров, когда там кот похож на собаку, или просто там темно, или там, я не знаю, кот в костюме собаки. И в таких случаях этот алгоритм, в принципе, не делает вообще ничего, ничего не делает. Также вот тут у меня есть веселая такая картинка, в которой этот алгоритм также не работает. Вот который по признакам. Таких примеров много. Там еще есть там корги, булки хлеба там и так далее. То есть, вот очень-очень похоже, да, то есть, но не отличает этот алгоритм, основанный на ваших признаках, вот чихуахуа от кекса. Вот, это все хорошо. Давайте попробуем подойти с современной точки зрения машинного обучения, чтобы как-то эту проблему решить. Это процесс Data Science, как его видит Microsoft, собственно, как и применяем мы его в компании в ряде своих проектов. Он состоит из 4 этапов, начиная с понимания бизнеса, подготовки данных, моделинга и, собственно, деплоймента. Начнем мы с понимания бизнеса, потому что это очень важный момент, и многие разработчики, даже очень продвинутые, про это забывают и начинают делать какие-то проекты, которые не имеют никакого вообще пользы для бизнеса, как, например, вот этот проект, или как, например, там, я не знаю, распознавание цифр, рукописный текст еще куда не шло. Вот, то есть должен быть какой-то бизнес-value. Да, то есть и где это можно применять? Можно распознавать лица. То есть распознавание лиц – это очень важная задача, которая используется очень много где, как и в security, так и в банках, так и в маркетинге, очень много где. И здесь вот эта как раз точность очень важна. То есть если этот человек, не знаю, там начал носить бороду, там, я не знаю, или так далее, то вот те системы, основанные на признаках, так не будут работать. Вот. Также у нас есть ряд своих проектов, которые мы реально сейчас делаем. К примеру, распознавание товаров на полке. И для мерчендайзингов соответствие планограмме, контроль выкладки и сравнение с планограммами конкурентов. Также, собственно, во что это в итоге потом вырождается, когда мы научимся это делать хорошо и соединим это все вместе, то есть распознавание лиц, трекинг людей в магазине, распознавание товаров на полке и так далее и тому подобное. Это все превратится в то, что сейчас сделал и запустил Amazon. Они запустили сейчас проект Amazon Go, который работает по принципу магазина без кассира, то есть и без очередей, и без ничего. То есть просто заходишь, берешь, что тебе надо, и уходишь, и все. Вот. Базируется на том, что когда ты заходишь, тебя распознает по лицу, тебя трекает по всему магазину, где ты находишься, что ты смотришь, что ты изучаешь. В зависимости от этого подстраиваются под тебя персональные предложения, возможно, какие-то маркетинговые компании. Ну и потому что ты делаешь и что ты берешь к себе в корзину, видно, собственно, какие объекты как берутся. Это уже серьезно похоже на серьезный бизнес-кейс. Сейчас я даже попробую это запустить. Это не так просто. Сейчас. Be careful. Отлично. Работает. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter.
Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. В общем, к чему это все? Во-первых, это к тому, что это, собственно, то, чем мы занимаемся, и про то, что, собственно, этот Smart Talks есть. Во-первых. Во-вторых, про то, что это не фантастическая литература, не там, я не знаю, футуристика, это не будет там через 100 лет, 10 лет, 20 лет. Это вот в 2017 году уже реально работает. То есть и это можно уже применять сегодня, но для этого нужно использовать, да, что-то другое, чем просто хардкодить фичи руками. Как мы говорили в нашем примере. Так, это нам пока не надо. Вот. Что придумали делать? Вторым этапом, когда поняли, что вот просто так забивать руками вот эти все формы не работает. Решили разложить картинку на пиксели, примерно вот таким вот образом. Каждый пиксель как-то по насыщенности выделить, ну, насколько он там насыщенный цветом, и построить модель вот просто в тупую на этих пикселях. Да? Вот, если это будет картинка вот с нашими любимыми цифрами, то это вот оригинальная картинка, это 28 на 28 пикселей, каждый от 0 до 255 значения, в зависимости от того, насколько он темный, да, и получится вот у нас как раз такая вот полосочка из 784 цифр, от 0 до 205 чисел, от 0 до 255, и таргет какой-то от 0 до 9 цифр. И вот на ней можно пытаться строить модели машинного обучения. В принципе, уже стало лучше, чем было раньше, то есть уже там точность работает довольно-таки неплохо. Но, опять же, как бы мы ни старались там чего-то там прикручивать, перекручивать, использовать более сложные модели, более сложные подходы, все равно максимум, что удается выжить конкретно на задаче про цифры, она довольно простая, это 98,2%. Вот, это при самых там лучших результатах, поскольку как раз по вот этой задаче рукописного текста очень много и научных исследований. В общем, это максимум. Да, а это как бы касается задачи именно вот про цифры, а про лица там и про более сложные объекты тут как бы говорить не о чем, то есть там точности в разы меньше, если подходить таким образом. Вот, и что начали думать, возможно, там мало нейронов, плохая сеть, там данные не такие, в общем, начали это как-то анализировать, но в итоге поняли, что все равно это не работает, надо подходить как-то по-другому, а именно, давайте посмотрим на эту картинку. Что вы тут видите? Человек, да, еще. Что про него можно сказать? Ну, это специально так сделано. А еще? Ну, про этого человека может, или это просто женщина? Хорошо, еще. Улыбается, хорошо. Да. Да, пожилая. Заметьте, что все те признаки, которые вы распознали за секунду, да, классическая система машинного обучения, построенная вот по тем принципам, которые мы обсуждали раньше, сделать не сможет, потому что, во-первых, тут один глаз, как бы было бы, ну, тут нету двух глаз. По поводу женщины я вообще не знаю, как бы, если бы вы это хардкодили, ну, я не представляю, как бы это улыбается, да, то есть не видно тоже всех. То есть все морфологические, по поводу того, что она немножко пожилая, то есть все те морфологические признаки, которые вы сейчас выделили, здесь явно не присутствуют и старыми системами не могут быть распознаны вообще. Поэтому начали думать, что причина не в сложности какой-то математической модели, не в нейронной сети и не в том, как мы выделяем признаки, а нужен принципиально другой подход, то есть вообще выбросить все, что мы делали раньше, и подойти как-то по-другому. И поняли, что нужно
работать с репрезентацией картинок немножко не вручную и немножко не попиксельно. А когда мы смотрим на картинку, мы видим какие-то паттерны. Вот то, что вы назвали, да, вот здесь, как вы это распознали, вот человек, и также, в принципе, биологически устроен человеческий глаз, он распознает какие-то паттерны, какие-то вот узоры. И вот он распознает комбинацию каких-то объектов друг с другом. Вот, и подумали, как же можно сделать так, чтобы он распознавал вот эти объекты в комбинации, да, вот собирал их вот так вот как по каким-то группкам и применял к ним какие-то соответствующие принципы. И тут нам пришла на помощь линейная алгебра в виде тензоров. Что она из себя представляет, эти тензоры? А дело в том, что мы теперь по-другому представляем данные, так как это позволяет, в принципе, сделать математика, представлять данные не просто в виде там какого-то набора цифр или просто самому задавать руками принципы, а просто подать данные на вход таким образом, чтобы они содержали в себе максимальное количество информации, при этом мы их никак не обрезаем, не расширяем, не растягиваем, не выделяем из них ничего руками, просто мы подаем на вход сети максимум информации в том виде, в котором она реально есть. То есть если это картинка, то это будет трехмерный тензор. Почему трехмерный? Потому что ширина, высота и 3 канала RGB, как, собственно, формируется картинка там в любом там телевизоре и так далее. То есть насколько этот синий пиксель, насколько красный, насколько зеленый, в комбинации получается любой цвет. Если это аудио, то он подается не переводится в какие-то, а он подается в виде вейвформы. Если это там текст, он подается как текст, а не просто там... Ну, то есть смысл в том, что мы подаем информацию в максимальном количестве информации, которая она есть, а признаки будет формировать в виде паттернов сама нейросеть. Причем часто она формирует признаки так, что мы сами вообще не можем понять, по каким признакам оно их распознает. То есть оно выдаст вам после обучения там 200 признаков, а вы сами не догадаетесь, что это за признаки, но работать оно будет в разы лучше. Ну, тут есть всякие еще примеры, как эти признаки формируются, но тут более понятный пример. То есть как она будет формировать эти признаки, таким образом группируя самостоятельно. То есть на первых слоях она будет выделять линии горизонтальные, вертикальные, диагональные. На дальнейших линиях она будет уже отличать какие-то мелкие формы, там квадратики, кружочки друг от друга, треугольнички. Дальше она уже будет находить какие-то образы, и чем дальше будет идти по вот этим слоям, тем больше будут вырисовываться соответствующие паттерны, которые участвуют на самом деле в распознавании этих образов. Вот, то есть вот эта вот идея называется сверточной нейронной сетью, а вот эта вот идея называется как раз глубоким обучением, когда у нас много слоев, и нам нужно много слоев для того, чтобы собирать вот эти паттерны друг с другом. Вот. Да, и вот, собственно, на примере с рукописным текстом удалось выжать 99 более процентов, просто и применив самую простую вот архитектуру такой сверточной сети. И даже потом, поигравшись чуть-чуть, можно даже не просто научить эту сеть и распознавать рукописный текст, а и создавать самому такие цифры, например, в стиле картин импрессионистов. Тоже получается забавно. Вот. Окей, это что касается вот такой немножко краткой предыстории задач классификации и к тому, что наша цель, собственно, не самому руками говорить, что вот такое вот расстояние от глаз, такие вот уши, такой вот нос, а что мы подаем картинку или не картинку в максимальном количестве информации, нейросеть сама понимает, каким паттерном их классифицировать. Но на самом деле это все игрушки, это не совсем то, что мы имеем в реальной жизни. То есть в реальной жизни у нас картинки не такие вот, как с этой собачкой, то есть мы когда... Даже я сейчас на вас смотрю, я вижу не просто какой-то один большой объект, а я вижу что-то, что примерно нарисовано на второй картинке. Я вижу там много людей, которые сидят на стульях, там за столом. Или вот я, если иду по улице, я вижу тоже много людей, там я вижу знаки светофора, я вижу машины и так далее. То есть я вижу много объектов, и моя задача не просто сказать, что на этой картинке собака или не собака, то есть да или нет. А моя задача сказать, что на этой картинке вот там человек, там машина, потому что это как раз то, что от нас хочется в реальной жизни. И, собственно, когда подходить к этой проблеме, возникает ряд вопросов. Ну, собственно, еще один пример, да, что можно не просто говорить, что это, а выделять еще конкретные объекты. То есть есть еще object detection, когда мы детектим в рамочку, а есть еще даже segmentation, это когда мы попиксельно прям выделяем эти объекты. Вот, и возникает, собственно, проблема, как же тогда быть с данными, чтобы они были максимально полные по detection, потому что это не просто одна картинка, это кот, это картинка, это собака, а тут одна картинка, много объектов, объекты разные, разного размера. Какой алгоритм применить, потому что просто засунуть ее в какую-нибудь нейросеть, она выдаст какое-то там одно условное число, и что? А нам же нужно именно выдать именно сами рамочки с самими подписями, то есть какой-то нужен алгоритм свой, как-то это надо оценивать и как-то это надо заворачивать. Ну, давайте по порядку. Ага. Про данные, опять же, принцип тот же, нужно максимально полно собирать информацию, и
подавать ее на нейросеть в том виде, в котором она должна их принимать, и признаки она будет генерить сама. И про данные чуть-чуть больше, и про какие там есть с ними нюансы расскажет мой коллега во второй части доклада. Вот, я бы остановился сейчас больше на алгоритмах. И поехали опять же с историей. А история как раз с детекшеном была такая же самая, как и с классификацией, как я и рассказывал вот в примерах про цифры, про котиков и собачках. Например, вот первый алгоритм для фейс-детектора, который был придуман, как раз основывался примерно на том, чем мы с вами делали для котиков и собачек. Он работал довольно быстро, действительно очень крутая демонстрация для 2001 года, что реально вот с веб-камеры прям детектило лицо. И было это реализовано на OpenCV, руками были захардкожены фичи, то есть где глаза, где нос, какое расстояние от глаз до носа, какие там расположения, какие взаимосвязи. Однако все бы было хорошо, если лицо стоит идеально прямо перед камерой и никуда не двигается. Если человек поворачивается влево-вправо, там наклоняет как-то голову или что-то в этом духе, это все переставало работать, потому что пиксели находились в другом положении друг от друга, и, собственно, все. Но это как бы исторически был важный шаг. После этого также много пытались сделать, опять же, то, что мы говорили, то есть пытаться как-то руками это все выделять. И более такой, наверное, лучший подход из принципов, когда мы руками выделяем фичи, предложили вот так называемый HOG технику, Histogram of Oriented Gradients, которая работала по следующему принципу. Да, там тоже фичи задавались руками, но более хитро. Они раскладывали каждый пиксель и не просто подавали каждый пиксель, а находили рядом с каждым пикселем все пиксели вокруг него и находили направление от этого пикселя до пикселя, который самый темный рядом с ним. И отмечали это стрелочкой вот таким вот образом. То есть у нас есть все пиксели, которые его окружают, и пиксель, который самый темный, в ту сторону рисовалась стрелочка, и потом этот пиксель заменялся на эту стрелочку. И вместо массива пикселей у нас получался массив таких вот стрелочек, которые они назвали в своей статье градиентами. Хотя никакого отношения к тем математическим градиентам, которые там в backpropagation и так далее, они никак не имеют, просто такое название. Вот. И в итоге у нас репрезентация картинки становилась не пикселями, а становилась вот чем-то вот таким каким-то набором градиентов, набором вот этих вот стрелочек, по которому и обучалась эта модель находить паттерны. То есть, в принципе, с точки зрения того, что можно сделать руками из картинки, на данный момент это лучшее, но, опять же, оно не очень хорошо работает все равно по итогу. Поэтому, опять же, как-то надо... И вот тут, кстати, по графику хорошо видно. Это вот одно из соревнований по Image Classification, которое проводится регулярно. Про вот эти бенчмарки мы еще чуть-чуть поговорим, но, в общем, общая суть в том, что есть некие датасеты, в которых есть очень много различных фотографий, которые созданы как раз для того, чтобы на них тестировать свои новые алгоритмы. То есть кто-то придумал какой-то новый алгоритм, надо его где-то протестировать, сказать, лучше или хуже, чем предыдущий. И если это каждый будет делать на своих каких-то выборках, ничего из этого не получится, поэтому есть одна универсальная выборка с кучей картинок разного вида, там, с кучей фотографий и так далее. Вот кто-то придумал новый алгоритм, он применяет его на этой выборке и получает точность и показывает. Так вот, как можете видеть, где-то вот до 2014 года вот эти вот ошибки в 28%, 25%, они были вот как раз вот этими захардкоженными фичами, вот этими всеми вещами, это вот было тогда. Вот там, где уже 7.3, 6.7 и так далее, это уже применили глубокие нейронные сети для классификации. Более того, многие могут сказать, что вот все равно не будет стопроцентной точности, все равно все это работает не идеально, как в примере там, да, с магазином тем же или еще вот как это можно применять. Но тем не менее человек тоже входит в этот ImageNet Classification Challenge, и в 2015 году нейронная сеть показала точность высшее распознавание, чем человек, поэтому нам не особо важно даже, что она будет работать на 100%, важно, что она просто работает лучше, чем человек, и в принципе этого нам достаточно. То есть это был 2015, сейчас точности еще в разы выше, да, чем там те же 3%. Вот. И мы хотим все вот эти вот как раз идеи, которые мы с вами проговорили для задачи классификации, применить к detection. То есть не руками это все выделять, а вот как-то применить здесь сети. А вот, кстати, про бенчмарки. Да, то есть помимо вот того ImageNet есть еще вот разные другие датасеты, размеченные, там очень много картинок. Можете проверять свои какие-то алгоритмы на них или тренироваться. Это вот как оценивается точность в случае детекшена. То есть в случае классификации это просто там любая из метрик для классификации. В случае с детекшеном чуть-чуть посложнее. Там считается площадь пересечения на общую площадь. Но если будет интересно, более детально почитайте.
ссылки есть. Да, и также мы хотим применять всю мощь тех же самых нейронных сетей, которые уже обучены, то есть мы не хотим изобретать велосипед, мы не хотим там с нуля все это переписывать. Если есть вот тот же ResNet, который показывает там сумасшедшие точности на тех же вот соревнованиях, это там, или AlexNet, это сеть от Microsoft и от Google, в которых там сотни слоев, которые они там обучали годами, лучшие специалисты по компьютер vision в мире. То есть зачем нам это все переизобретать самому? Мы хотим все это использовать из классификации для своих задач или для задач детекшена. Да, то есть как же это сделать? И вот первая идея, которая пришла в голову, такой себе brute force подход, просто взять окно, вот мы смотрим на картинку каким-то вот квадратиком, допустим, там 5 на 5 или вот сколько-то на сколько-то. И вот каждый пиксель идем и подаем его на как раз вот эту сверточную сетку, ImageNet, AlexNet или так далее, которые обучены там Google, Microsoft и так далее. И проверяем, это там котенок? Нет. Это котенок? Нет. И вот так вот идем по картинке, идем, и так вот очень-очень много раз, вот сколько, собственно, вот этих возможных боксов с пикселями помещается на картинку, вот столько раз этот классификатор и будет вызываться. То есть, в принципе, это работает. Ну, то есть, это работает и работает довольно точно, но работает очень долго, просто, ну, очень долго и, ну, не приспособлено, в принципе, очень тяжело для вычислений, потому что сотни тысяч раз вызывается классификатор на основании нейронной сети. И, в общем, это не efficient. Поэтому это начали улучшать и придумать, как же это можно улучшить. И придумали подход, который называется RCNN, Region-Based CNN, который уже перебирает не тупо все возможные окна из этих пикселей, а запускает так называемый процесс, который называется Selective Search. По нему тоже есть отдельная статья, суть которого заключается в том, что вот этот вот алгоритм Selective Search на основании различных признаков, там, тех же гистограмм, тех же там текстуры цвета, интенсивности и насыщенности, генерирует так называемые Region Proposals или Region of Interest. То есть он предполагаемые боксы, там снизу видно, да, видно, вот эти вот синенькие, он генерирует предполагаемые боксы, где может находиться картинка, и только после этого эти боксы подаются на классификатор, то есть уже классификатор все равно работает не один раз, то есть он работает там столько, сколько этих region of interest сгенерится, но это уже работает быстрее, и это, в принципе, уже можно использовать для каких-то не real-time систем, то есть за приемлемое время он будет классифицировать, и классифицировать будет довольно неплохо, потому что классификатор хороший, то есть мы таким образом вот этот bottleneck с перебором всех возможных местоположений объектов убрали. Однако все равно этого как бы не совсем достаточно, потому что, ну, мы хотим, чтобы это было в реал-тайме, мы хотим это трекать в реальном времени, те же автопилоты, да, то есть у нас нет времени там реагировать по несколько минут на запрос. Мы хотим, чтобы это даже не было несколько минут, мы хотим, чтобы это было на 60 FPS за сотые секунды и так далее. И все вот различные модификации RCNN, всякие там Faster RCNN, которые улучшали этот Selective Search, там предлагали новые варианты, предлагали нейронную сеть, которая будет генерировать эти Region of Interest и передавать на другую нейросеть. Но все равно в итоге это не сводилось больше, там, чем к 10 FPS там, или к 5 FPS, я уже точно не помню. И опять же применили тот же самый подход, только к детекшену. А зачем нам прикручивать и руками генерировать вот эти Region of Interest, если мы можем доверить это нейросети? Эта идея пришла в голову только в 2016 году. То есть подавать картинку такой, какая она есть, и дать все это задание для одной нейросети. Этот подход называется YOLO, You Only Look Once, в котором вы смотрите на картинку только один раз, а все остальное делает нейросеть. Как же оно работает? Она работает как обычный классификатор, то есть нет, это абсолютно другой подход, это не какой-то AlexNet, ResNet или какой-то классификатор, который как-то слайдит по картинке, нет, это принципиально другой подход. Как он это делает? Он разбивает картинку на сетку 13 на 13, правда в других версиях размер сетки немножко другой, но суть это не важно, не меняет. Что же делает каждый из вот этих вот квадратиков? Для каждого из этих квадратиков наша задача, во-первых, обучить 5 bounding боксов для каждого из квадратиков. Каждый вот этот bounding бокс отвечает за возможное расположение объекта, то есть в каждый 5 возможных расположений объекта. И confidence score, то есть насколько вероятно, что вот этот сгенерированный bounding бокс из этой вот квадратика крутой. И то есть он ничего не говорит про то, там собака, велосипед, там не велосипед, что там находится. Он просто генерирует для каждого вот из этих квадратиков возможный bounding box и говорит, насколько они крутые для того, чтобы там что-то было. Это раз. А потом добавляется еще условная вероятность к этой вероятности того, что этот бокс крутой. А условная вероятность какая? Того, что если этот бокс
хороший, то в этом боксе и все те классы, которые у вас есть. То есть если вы там обучались на 20 классах, то будет у вас 5 чисел, это ширина, это x, y этого квадратика, ширина, высота этого баундинг-бокса, вероятность того, что этот баундинг-бокс крутой, и количество классов, и вероятность, вот эти условные вероятности тех классов, на которых вы обучались. Вот, то есть и вот он для каждого квадратика сгенерировал 5 боксов, вот вы видите, их тут очень много, и раскрасил их по максимальной условной вероятности из тех, что есть. А дальше все, что остается, это взять какой-то порог отсечения вот этой вот вероятности, допустим, сказать, что все, что больше 85, то оставляем, все остальные боксы стираем. И получается примерно вот это. Итого. У нас всего лишь вот эта вот вся нейросеть. Одна нейросеть, которая один раз проходит изображение, не ходит никакими скользящими окнами, просто convolution max pool, это те как раз вот те слои, про которые мы говорили в начале. И на выходе оно выдает нам 13 на 13 и на 125. То есть оно не выдает нам никакой ни класс, ни там код, собака. Оно выдает нам сетку 13 на 13 и в данном случае 125, потому что как раз получается 20 классов плюс 5 координат, плюс умножено это все на 5 баундинг-боксов, как раз получается 125. То есть у вас получается матрица 13 на 13, и вот как раз вот эта вот магия тензоров, которые могут в себе хранить очень много информации, не теряя, и вот дальше вот вся вот эта простыня из координат и вероятности просто засовывается в каждый из этих пикселей, которые надо просто потом интерпретировать. То есть вот таким вот образом, опять же, используя возможности глубокого обучения и сверточных нейронных сетей, мы можем, опять же, руками не выделять фичи, а благодаря правильному представлению данных и благодаря правильной архитектуре построенной сети мы можем значительно добиваться улучшения и в точности, и в скорости. Вот это тут какие-то скриншотики из нашей практики, где распознаются там люди, растения на видео, и это веб-камера, которая в реальном времени в магазине все это трекает. И вот еще есть тут демка, которая презаписанная специально для этих целей. Сейчас. Ну, то, что оно реально работает на 60 и более FPS. При этом точности нет потерь. Ну, в общем, как-то так. Вот, на этом мой краткий рассказ про эти вещи, наверное, подходит к концу. Вот еще ряд полезных ссылочек. Первое – это просто поиграться. Второе – это хороший доклад одного моего хорошего друга, у которого взял ряд полезных идей для своего доклада в частности. Третье – это Amazon Go. Четвертое – это чуть-чуть лекции от Гугла. Пятое – это чуть-чуть лекции от создателя YOLO, там прикольно у него демки еще есть, и официальный сайт со всякими изложениями. Все, я в принципе все. Какие у вас есть вопросы? Может Я быть? напомню, что видео это будет выложено на странице мероприятия. Конечно. И видео, и презентации, да, и ссылки, и все будет, конечно. А объектив YOLO взял 13 на 13? Он так предположил. Был вопрос про то, почему 13 на 13 в YOLO. Потому что так решил автор, разбить картинку на 13 на 13. Это было в первой версии YOLO, по-моему, или это уже во второй. В какой-то версии было 9 на 9, в какой-то версии 13 на 13, а в какой-то, по-моему, уже 25 на 25. То есть он с этим играется, это просто параметр. Ну, то есть просто берешь параметры и гоняешь, смотришь, как оно работает. Ну, то есть это было именно вот его какие-то научные работы. Возможно, у него в его научной статье, то есть она опубликована, там все с доказательствами. В общем, возможно, есть какое-то более формальное объяснение, почему, но вот он так просто, я так понял, эмпирически решил. Сколько мощным должен быть хардвер, чтобы обрабатывать такое видео в 60 fps? Титан 1080. Вопрос был, какой должен быть хардвер для того, чтобы обрабатывать удобное видео на 60 FPS. Видеокарты серии NVIDIA Titan 1080 минимум. Собственно, как и для обучения.
потому что это тяжелые задачи, которые связаны с процессингом картинок, еще куда ни шло, но видео они довольно тяжелые, и, собственно, нужны хорошие видеокарты для этого. Без этого они никак. То есть это, кстати, еще одна из причин, почему, до 2015 или какого-то, я не помню, на этих графичках ничего не получалось, а потом резко начало получаться. То есть первая причина — это больше вычислительных мощностей, появились более мощные процессоры, более мощные видеокарты, более мощные компьютеры, и появилась возможность все это много обучать и много экспериментировать. Ну и больше данных появилось, собственно, интернет, там это все, глобализация. Да. А есть ли смысл обрабатывать 60 FPS, может, 15 Был вопрос, какой смысл обрабатывать в 60 FPS. В задачах автопилота автомобилей важно 60 FPS. В задачах, если вам просто надо сказать, что это на фотографии, или постфактум посчитать, вам достаточно и 1 FPS. То есть есть ряд задач, которые связаны с принятием решения в эту секунду времени, которые критически важно именно высокий FPS. Если вопросов больше нет, всем спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Присаживайся, я попозже. Материалы будут, если что, пишите.